Посмотрим достопримечательности Вильнюса. В центре Вильнюса есть отдельная республика. Этот райончик похож на Монмарт в Париже. Загадка флажков разгадана. Потому что Вильнюс меня любит. Друзья, всем привет! Привет! Мы отправляемся в наше большое путешествие по Испании, но сама дорога до Испании это тоже будет небольшое путешествие, потому что сначала мы едем на поезде в Минск, потом из Минска на автобусе в Вильнюс, потом из Вильнюса на самолете в Хельсинки, и уже только из Хельсинки мы полетим в Мадрид. Ну что, всего каких-то 7 часов, и мы в славном городе Минск. И сейчас мы отправляемся на автостанцию на автобус Вильнюс. По расписанию автобус идет до Вильнюса 5 часов, но по факту все будет зависеть от скорости прохождения границы. Ань, ну расскажи, сколько стоит автобус от Минска до Вильнюса? Нам обошелся в 1750 рублей на человека. Комфортабельные довольно-таки автобусы, двухэтажные, с розетками, с туалетом, все как нужно. Ну что, друзья, вот мы наконец-то добрались до нашей первой точки. Это город Вильнюс. Ехали до сюда мы из Минска где-то 6 часов. 2 часа на дорогу до границы, 3 часа мы проходили границу и полчаса до Вильнюса. Первым делом сейчас заселимся в отель. Забронировали как раз специально недалеко от автовокзала и ЖД вокзала, чтобы завтра с утра оперативно добраться до аэропорта. Но я думаю, уже оставим осмотр основных достопримечательностей Вильнюса на утро. Ну, хотя посмотрим. Ну и пока идем до отеля, хочу рассказать про время в пути. То есть выехали мы из Москвы, получается, в 6 утра, а сюда прибыли в 8 часов вечера. То есть это 14 часов. Но на самом деле дорога переносится довольно-таки нормально, не очень тяжело. Поэтому вполне можно использовать такой путь. Отель такой стилизован под музыкальный стиль, рок-н-ролл, комфорт-отель. Довольно недорогой, 56 евро. Ну, как раз, чтобы ночь переночевать, вполне нормально в центре города. Заселились, сейчас пойдем в кафешку с локальной кухней, посоветовали нам на ресепшене. Так, ну что, мы утеплились, потому что, несмотря на 30-градусную жару днем, вечером в Вильнюсе довольно-таки прохладно, может, в районе 20 градусов. А заведение, которое нам посоветовали с локальной кухней, носит такое смешное название Синодже Тробелли. Сейчас попытаемся его найти. Ну, должно быть, наверное, вкусно. Слушайте, ну мы обычно используем Maps.me, чтобы добраться до маршрута, потому что он работает офлайн. И смотрите, какими тропами он нас ведет. Но вроде бы не зря шли. Внутри заведение такое очень даже милое. Заказали попробовать несколько локальных блюд. Вот первым делом нам принесли такие пельмени с олениной. Как тебе, Ань? Очень вкусно. Чувствуется, что это оленина? Ну нет, не чувствуется, как будто просто мясо, но такое приятное вполне. Нам принесли цеппелины. Это блюдо из картофеля, также местное, выглядит очень необычно. Смотрите-ка. Это цеппелин с творогом, а вот этот с олениной. Сейчас будем пробовать. Выглядит цеппелин изнутри такой, как пирожок с мясом. Видите? Сейчас попробуем. И тоже как будто вареное. По вкусу как картофельный пирожок, и при этом с мясом, но довольно сытный.
вкус необычный довольно. То есть даже не знаю, с чем его сравнить. Как тебе с творогом? Вкусный. Он соленый, не сладкий. Поэтому можно с двумя соусами. Это сметана, и отдам, скорее всего, сыр. Что напоминает по вкусу? Напоминает вареный картофельный драник. Хорошо, что мне официант посоветовал взять один цепелин, потому что действительно блюдо очень сытное, учтите. В целом мы рекомендуем данное кафе к посещению. Здесь отличная вкусная кухня, хорошее обслуживание, дружелюбный персонал и уютная обстановка. Наступило утро, у нас есть буквально несколько часов до вылета в Мадрид. И сейчас пойдем посмотрим достопримечательности Вильнюса в старом городе. Единственная погодка сегодня такая пасмурная, но все равно довольно тепло. Зашли в старую часть города через ворота. Это единственные сохранившиеся ворота в древней стене крепостной, которая как раз окружала старый город. Прямо рядом с воротами расположен костел Святой Терезы 17 века с очень богатым внутренним убранством. Сегодня воскресенье, поэтому в многих храмах проходит служба. Храм, который мы сейчас посетили, такой тоже средневековой, похож на римские, итальянские храмы. Центр старого города очень милый, симпатичный, с уютными улочками, как в Европе везде. Район, где мы живем, у вокзала, он такой более современный, даже много советских каких-то зданий и деревянных построек, а тут прям средневековье. Гуляя по старому городу, вышли на одну из площадей. Посмотрите, тоже такое очень живописное место со старинными зданиями вокруг и, видимо, городским каким-то центром. Как оказалось, это монументальное здание – городская ратуша Вильнюса. Сейчас мы заметили такую необычную конструкцию, где можно попить питьевую воду. Это для взрослого, для ребенка и здесь для собаки. Может быть, все наоборот. Вот то вот для пьяного взрослого, это для активного ребенка, а это для большой собаки. Может такое быть? Очень много церквей в старом городе, что интересно. Католические храмы соседствуют с православными прям рядом. Еще мне здесь нравится, то ли потому, что утро воскресенья, то ли здесь всегда так, довольно-таки мало туристов, то есть нет толп, не приходится толкаться. Бродя по улочкам старого города, мы вышли на одну из древнейших улиц Вильнюса – улицу Литерату. Помимо обилия книжных и антикварных лавок, она примечательна тем, что на стенах этой улицы есть такие небольшие произведения искусства, посвященные литовским и зарубежным авторам разных эпох. Практически в центре Вильнюса есть отдельная республика Заречье. Там у них своя конституция, свое правительство. Есть даже представительство в разных городах мира, свои законы. Этот райончик похож на Монмартр в Париже. Здесь живут различные художники, творческие люди, на стенах граффити и различные арт-объекты. В
этом квартале много всяких интересных арт-объектов. Вот один из них такие вот стулья посреди пруда, где мы с Аней решили посидеть чуть-чуть. А вот там вот тот самый мостик, через который мы заходили в райончик. Каждый, кто ляжет в эту ванну, может перезагрузить свою реальность и стать более счастливым. Ань? Ну что, пошла перезагрузка? Да, будем считать, что я легла, просто там мокро и грязно. Анюта, а где твои глазки? Что-то не видно. А вот они. Шутки за 300 пошли. Действительно такая холмистая местность, обилие кафешек на каждом шагу чем-то напоминает тот самый Монмартр в Париже. Много где в центре сохранилось еще вот таких вот мощенных улочек. Аня, обрати внимание, тут смотри, вот таких вот молельных флажков много где повешено. А это такие флажки, которые мы в Калмыкии в Элисте вешали. Загадка флажков разгадана. Оказывается, это сквер Тибета, поэтому они здесь и развешаны. Ну что, красивый такой действительно район, арт-квартал. Рекомендуем посетить, если будете в Вильнюсе, тем более он рядом абсолютно с историческим центром, можно сказать, является его частью небольшой. Подходим к церкви Святой Анны. Что-то я смотрю, в этом городе все посвящено Анне. Глазки, церкви. Почему так, Ань? Потому что Вильнюс меня любит. Ну и тут можно сказать два в одном. Сначала стоит церковь Святой Анны, а за ней церковь Святого Франциска и Бернарда, что важно. И когда идете по главным туристическим улицам, рекомендую заглядывать во всякие вот дворы. Там можно встретить много чего интересного. Смотрите, какой прикольный мини стоит. А у меня за спиной находится христианский храм. На самом деле здание очень сильно напоминает либо какой-то большой театр в Москве, ну, либо древнегреческий храм, но никак не христианский, согласитесь. Собор Святого Станислава считается политическим и духовным центром Литвы. Ежедневно сюда приходят сотни людей, чтобы насладиться невероятной красотой картин и скульптур. А еще существует легенда, что именно на этом месте князю Гедимину приснился вещий сон, в котором к нему пришел железный волк и очень сильно выл. А позже жрец объяснил, что животное символизирует неприступную крепость, а его вой – славу. И правитель решил основать здесь город, названный позже Вильнюсом. А если вы интересуетесь историей и культурой, то многие путеводители рекомендуют заглянуть в Национальный музей Литвы, расположенный неподалеку в здании Арсенала. А мы отправляемся на главную смотровую точку Вильнюса – Замковую гору, где возвышается башня Гедимина. Подъем на фуникулере на гору занимает буквально 1-2 минуты и стоит 2 евро. Билет в оба конца. Здесь со смотровой площадки открывается вид также и на новую часть города. Высокоэтажные здания современные. Ну и, конечно, прекрасный вид и на старую часть Вильнюса. Классный вид открывается с этой обзорной площадки, так что весьма рекомендую подняться, не учитывая стоимость, как я сказал, в 2 евро и небольшое количество народа. Ну, то, что может быть еще утро, как я говорю, поэтому так. В целом интересно.
Мы вышли сейчас из старого города, уже бежим в отель, чтобы забрать рюкзаки и поехать в аэропорт. Ну и контраст между старым городом и вот его более современной частью, конечно, кардинальный. Да, и что интересно, сейчас в аэропорт поедем на такси, а тут в Вильнюсе работает Яндекс.Гоу, Яндекс.Такси. Ну что, мы уже находимся в аэропорту Вильнюса. Добрались сюда буквально за 10 минут на такси. Такси стоит всего 4 евро, так что можете смело пользоваться. Как я сказал, Яндекс.Такси здесь работает. Нас, конечно, очень впечатлил уютный центр города Вильнюс, такие красивые старинные улочки, очень много таких зданий архитектуры старинной, интересной. Колоритный, живописный городок, вполне советуем его посетить. И тем более по цене здесь также все очень доступно, и еда, и проезд. А мы отправляемся дальше в Испанию, в Мадрид.